3 дня назад мир облетела новость. Трамп объявил перемирие. Заголовки кричали об историческом моменте, телеканалы показывали карты с затихшим фронтом, политики рапортовали об успехе дипломатии. Была только одна проблема – на земле никто не остановился. Пока мировые СМИ праздновали мир, российское Министерство обороны фиксировало нарушение режима тишины со стороны Украины почти 24 тысячи раз за 3 дня. Украина зеркально обвиняла Россию в продолжении обстрелов. Кто врет, установить невозможно, и обе стороны прекрасно это понимают. Факт остается фактом. Бои не прекращались, просто снизилась интенсивность. И снизилась ровно настолько, чтобы это можно было назвать перемирием на камеру. Сейчас обо всем по порядку. С вами снова Александр. Нажмите на колокольчик, напишите свой комментарий и обязательно поставьте лайк. Заранее спасибо за поддержку и продолжаем. Показательная деталь – Украина объявила свой режим тишины с 6 мая, Россия с 8. Стороны не согласовали даты между собой. Это не оговорка и не техническая накладка, это принципиальный момент. 2 перемирия, объявленных в одностороннем порядке, без единого механизма контроля – это не прекращение огня. Это 2 отдельных пиар-жеста, которые по случайности совпали в календаре. Уже на 2-й день Украина отказалась поддерживать режим тишины и нанесла удары по Перми, Москве и Тверской области. Россия в ответ пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева. Любое перемирие без реальных механизмов контроля, без международных наблюдателей, без отвода войск – это не мир, это пауза для перегруппировки. Проще говоря, эти 3 дня были не паузой в войне. Это был другой вид войны, без выстрелов на камеру, но с активным движением на земле. Логистика, переброска техники, укрепление позиций – все это продолжалось в режиме тишины, пока дипломаты рассказывали об историческом прорыве. Российские войска за дни перемирия продвинулись под Волчанском и в Сумской области. Фронт двигался даже когда официально стояла тишина. Сегодня перемирие официально закончилось. В Кремле ответили кратко. Договоренность касалась только 9, 10 и 11 мая. Других договоренностей нет. Надежду Трампа на продление назвали неподкрепленной. Никаких сожалений, никаких призывов продолжить. Просто закончилось и все. При этом Москва добавила кое-что важное. Продолжится ли перемирие, зависит не только от Трампа, но и от Зеленского. То есть мяч формально брошен в сторону Киева. На этом фоне у украинской армии нарастают куда более серьезные проблемы. Администрация Трампа сократила финансовую поддержку Украины на 99%. Не урезала, не заморозила, именно сократила. Оружие Киеву теперь поставляется только если за него платят европейские союзники или сама Украина. Бесплатного больше нет. Отношения между Зеленским и Трампом рушились постепенно. Помощь срезалась, поставки задерживались, давление на территориальные уступки усиливалось месяц за месяцем. И вот финальная точка. Минус оружие и ультиматум с компроматами на Зеленского. Именно в этом контексте нужно понимать то, что происходит с Зеленским прямо сейчас. В Киеве произошел тихий, но очень важный стратегический сдвиг. Зеленский фактически прекратил попытки убедить Трампа вернуться к прежнему уровню поддержки. Он перестал звонить туда, где трубку больше не снимают. Вместо этого Киев переориентируется на Европу, наращивает собственное производство оружия и готовится к затяжной войне на истощение. На самом деле все не так уж и радужно, как думает Киев. На этом фоне параллельно Зеленский зондирует почву. Премьер Словакии Фицо 9 мая встретился с Путиным и рассказал российскому президенту о своем последнем разговоре с Зеленским. Кремль уточнил, никакого официального послания передано не было. Но сам факт того, что этот канал существует и работает, говорит о многом. Когда прямой диалог невозможен, говорят через третьих. Тем временем из Москвы прилетает сигнал. Путин заявляет, конфликт близится к завершению, встреча с Зеленским, возможно, даже в третьей стране. Почти обнадеживающе, потому что Путин тут же обозначил условие, которое переворачивает смысл этого предложения с ног на голову. Встреча не должна быть переговорами, она должна быть финальной точкой подписанием уже готового мирного договора. Сначала Зеленский соглашается на условия, потом встречаются и подписывают то, что уже согласовано. Это не переговоры, это церемония капитуляции с красивой картинкой, которая уже близка. Советник Офиса президента Украины ответил коротко: Зеленский готов встретиться где угодно, кроме Москвы. Показательно и то, что обмен военнопленными — единственный реальный результат, который Трамп вынес из этих 3 дней, тоже завис в воздухе. Сроков нет, механизма нет, есть только обещание. Трамп хотел победу к Рождеству. Не получилось. Путин хочет капитуляцию, оформленную как мир. Зеленский хочет выжить политически, военно и буквально. Европа хочет поражения России. И все они хотят этого одновременно, на одной доске, с разными правилами игры. Вот такие новости, друзья. Пишите, что думаете. Подписка, лайк, вы знаете, что делать, чтобы не пропустить следующее включение. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока.